Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы занимаемся следующим вопросом, который раскрывает применение электромагнитного излучения в медицине. Ну и также познакомимся еще с одним видом электромагнитного излучения. Это рентгеновское излучение, способы получения, основные свойства, характеристики взаимодействия с тканями организма. И также разберем вопросы, которые касаются а, применения рентгеновского излучения для диагностики и также терапии. Что касается открытия рентгеновского излучения, то оно было открыто рентгеном. а, Портрет его можно увидеть на слайде, и годы жизни также у нас здесь показаны. Это немецкий физик, который работал в Витебском университете. В 1895 году а, производил исследования, в которых он как раз заметил необычное свечение платина-семиродистого бария, сделал вывод, что это какое-то неизвестное ранее излучение, хотя ранее ученые также сталкивались с рентгеновским излучением, но особого внимания не придавали данному свечению. Здесь рентген завернул рентгеновскую трубку в бумагу и далее уже заметил свечение люминесцирующего экрана, сделал вывод, что это какое-то новое свечение, произвел изучение данного излучения. Первоначально оно было названо X-лучами, ну а далее в честь первооткрывателя, того человека, который достаточно подробно описал рентгеновские лучи, рентгеновское излучение было названо в честь рентгена. В 1901 году рентгену была присуждена Нобелевская премия за открытие рентгеновских лучей. Здесь у нас показана одна из первых фотографий, которая была выполнена с применением рентгеновских лучей. Это рука друга рентгена. Также он производил фотографирование в рентгеновских лучах руки жены. Ну, это вот как раз первые снимки, которые были получены при помощи рентгеновского излучения. Что касается нашего внимания к данному вопросу, нужно не забывать, что впереди дивзачет, и как раз вопросы, которые касаются рентгеновского излучения, выносятся на дивзачет. Ну и здесь вы можете как раз увидеть основные вопросы, на которые нужно опираться при подготовке к дивзачету, именно вот, что касается рентгеновского излучения. Применение в медицине коротко рассмотрим, далее уже в конце лекции подробнее остановимся на этих вопросах. То есть достаточно широко применяется, но все-таки ограничение использования рентгеновского излучения связано все-таки с лучевой нагрузкой, с ионизацией рентгеновского излучения веществом. Поэтому мы ограниченно можем использовать рентгеновские лучи, но мы их применяем для ангиографии, для того, чтобы выяснить состояние сосудов. Также используем для рентгеноскопии. В современном виде рентгеноскопия может быть представлена в виде рентгено-телевизионного просвечивания, стоматологии, ортопантомография. То есть здесь мы получаем снимок всех зубов одновременно. Также возможно применение рентгеновского излучения для терапии новообразований. Это рентгеновская терапия. Компьютерная томография, рентгеновская томография, по-другому мы также можем назвать данный вид обследования. Тоже здесь используется рентгеновское излучение. Всем известна флюорография, также у нас основана на применении рентгеновского излучения. Ну и рентгенография достаточно часто используется. Здесь мы получаем изображение на фотопленке, фотопластинке, и далее уже по полученному снимку делаем вывод о том, в каком состоянии находится данный орган или конечность, если это перелом, например. То есть рентгеновское излучение у нас достаточно часто может применяться в медицине. Но прежде чем все-таки разбираться с применением, нам нужно выяснить свойства рентгеновского излучения. И также необходимо выяснить, как можно получить рентгеновское излучение, как действует рентгеновское излучение на организм человека. Вспоминаем опять же, что рентгеновское излучение – это электромагнитное излучение. И если мы посмотрим на шкалу электромагнитного излучения,
что рентгеновское излучение у нас будет находиться между ультрафиолетовым излучением и между гамма-излучением. По своим свойствам рентгеновское излучение, конечно, у нас будет отличаться в зависимости от частоты, от длины волны. То есть чем больше частота, тем, соответственно, свойства ближе к гамма-излучениям. Если меньше частота, больше длина волны, то больше именно свойства относятся к ультрафиолетовым лучам. Ну, так же, как и любое электромагнитное излучение, у нас рентгеновское излучение будет поглощаться тканями, возможно также отражение рентгеновских лучей. Что касается природы рентгеновских лучей, то можно отметить, что это электромагнитное ионизирующее излучение, то есть при определенных значениях энергии происходит ионизация атомов и молекул. Ну и, как я уже говорила, что данное излучение занимает спектральную область между гамма и ультрафиолетовым излучением. Ну, что касается все-таки спектральной области, то тут четкого деления по частоте, по длине волны у нас не существует. Происходит перекрытие диапазонов рентгеновского излучения и ультрафиолетового излучения, рентгеновского излучения и гамма-излучения. То есть мы определяем все-таки рентгеновское излучение в зависимости от способа получения. Ну, а что касается все-таки длин волн, то здесь у нас длина волны будет находиться в пределах от 10 минус 4 до 10 в 3 ангстрем. 1 ангстрем – это 10 минус 10 степени метра. Ну, при достаточно небольших величинах длины волны, размеров атома у нас применяется также данная характеристика, то есть ангстрем. Либо мы можем также использовать такую единицу, как нанометр. То есть в данном случае мы говорим о том, что длина волны будет находиться от 10 минус 5 до 100 нанометров. Ну и можно посмотреть опять же шкалу, на нее мы уже смотрели, когда разбирали электромагнитные волны. То здесь мы видим, что рентгеновское излучение перекрывается ультрафиолетовым, с ультрафиолетом и с гамма-излучением. Поэтому свойства рентгеновского излучения, они, конечно, будут зависеть от частоты, от длины волны. Мы сказали, что рентгеновское излучение – это электромагнитная волна. Ну и давайте вспомним, что такое электромагнитное поле. То есть это совокупность переменных электрического и магнитного полей, которые взаимосвязаны и взаимно друг друга порождают. Ну, а если говорить про электромагнитную волну, то это есть распространение электромагнитного колебания в пространстве. То есть в том случае, когда мы говорим про наличие электромагнитной волны, мы говорим, что в данном случае у нас распространяется электромагнитное колебание в пространстве. Свойства рентгеновских лучей, как раз свойства у нас определяют и применение рентгеновских лучей. Первое свойство – это невидимо глазом. То есть рентгеновское излучение у нас также относится к электромагнитным волнам, так же, как и видимое излучение, которое мы можем фиксировать при помощи органа зрения и можем ориентироваться в пространстве. Но так как здесь достаточно маленькая длина волны, то наш орган зрения не способен воспринимать это излучение. Следующее – это то, что у нас рентгеновские лучи вызывают люминесценцию ряда веществ. Как раз данное свойство позволило рентгену открыть эти лучи. Ну, а в медицине мы данное свойство применяем для создания специальных экранов для визуального наблюдения рентгеновских лучей. То есть некоторые вещества способны люминесцировать под действием рентгеновского излучения. Следующее. Рентгеновские лучи ионизируют воздух, также другие газы. Данное свойство применяется для количественной оценки рентгеновского излучения для дозиметрии. То есть нам необходимо знать, какую дозу рентгеновского излучения получит пациент, и необходимо также оценивать возможное воздействие. Ну, это когда, соответственно, создают аппарат, необходимо учитывать ту лучевую нагрузку, которую будет получать пациент. Следующее – это обладает фотохимическим действием, то есть засвечивает фотоэмульсию.
Также это свойство используется для регистрации рентгеновских лучей, которые прошли сквозь ткани организма, и далее мы уже можем на фотопленке, в зависимости от того, как произошло засвечивание этой фотопленки, сделать вывод о состоянии данного органа. Следующее. Рентгеновские лучи обладают проникающей способностью, то есть тело человека пронизывает насквозь. Тоже мы это свойство используем в диагностике, то есть у нас рентгеновские лучи, проходя через ткани, они будут выходить какой-то определенной интенсивности, и далее мы уже оцениваем картину. Кроме того, это тоже свойство, которое используется в диагностике. Рентгеновские лучи поглощаются веществом различно в зависимости от элементного состава вещества, в зависимости от его толщины. То есть кальций у нас поглощает, например, рентгеновские лучи больше, сильнее, чем тот же самый кислород, либо, можно сказать, вода. Кроме того, рентгеновские лучи биологически активны, потому что они вызывают ионизацию вещества, вызывают повреждение ДНК, и это может привести к негативным последствиям при высокой дозе действия рентгеновского излучения. Следующее свойство, ну, оно, скорее всего, говорит о том, что все-таки рентгеновское излучение отличается от низкочастотного электромагнитного излучения радиодиапазона, то, что тепловой эффект достаточно мал, то есть так же, как рентгеновское излучение, так же, как и низкочастотное излучение радиодиапазона является электромагнитной волной, но тепловой эффект здесь практически отсутствует. И девятое свойство, которое мы должны учитывать при создании защиты от рентгеновского излучения, то, что рентгеновские лучи у нас будут рассеиваться, проходя через вещество. То есть нужно учитывать, что защиту нужно производить не только в прямом направлении, но и во всех направлениях учитывать то, что рентгеновские лучи будут у нас рассеиваться. Это вот что касается свойств рентгеновских лучей. Ну, вот что касается источников рентгеновского излучения, то многие небесные объекты, звезды, Солнце являются источником рентгеновского излучения, но Земля обладает атмосферой, поэтому, как здесь у нас показано, коротковолновое рентгеновское излучение будет поглощаться атмосферой, поэтому естественные источники, небесные источники у нас не являются, не представляют опасности для организма. Кроме того, также все-таки у нас есть радиоактивный распад, и вот радиоактивный распад может также сопровождаться рентгеновским излучением. Ну и кроме того, также существуют искусственные источники рентгеновского излучения. Это те же самые рентгеновские трубки, которые используются в медицине, используются также в промышленности, используются также в аэропорту для того, чтобы выяснить наличие опасных предметов в багаже, например. Так, ну и следующий вопрос – это способы получения рентгеновских лучей. То есть нам необходимо выяснить, как можно получить рентгеновские лучи. И здесь вот можно выделить два вида рентгеновского излучения. Это тормозное и характеристическое. Что касается тормозного, то можно сказать, что рентгеновское излучение получается всегда, когда происходит торможение заряженных частиц на твердой мишени. И в данном случае происходит преобразование энергии электронов либо других заряженных частиц в энергию электромагнитного излучения, ну, то есть рентгеновского излучения. Кроме того, возможно появление характеристического рентгеновского излучения. Его получают при квантовых переходах на близких к ядру слоях атома с высоким порядковым номером. Так же, как и тормозное, характеристическое рентгеновское излучение можно получить при помощи рентгеновской трубки, если увеличить напряжение рентгеновской трубки, увеличить энергию электронов, тогда будет наблюдаться выбивание электронов из внутренних слоев, и на освободившееся место у нас переходят электроны с вышелезающих слоев, при этом освобождается энергия в виде характеристического рентгеновского излучения.
Ну, основным источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка. Посмотрим, что она из себя представляет. Ну, во-первых, говорят, что это электровакуумный баллон. Ну, то есть в данном случае мы имеем давление в рентгеновской трубке около 10 минус 7, 10 минус 6 миллиметров ртутного столба. То есть достаточно низкое давление в рентгеновской трубке должно поддерживаться. Кроме того, данная трубка у нас содержит катод. То есть вот он у нас показан и обозначен буквой К. И также анод обозначен буквой А у нас. Катод заряжен отрицательно, анод заряжен положительно. Кроме того, катод у нас является источником электронов. Ну и для того, чтобы у нас электроны испускались, необходимо производить нагрев катода. То есть здесь у нас подключена нить накала. При нагреве катода испускаются электроны. Но для того, чтобы возникло рентгеновское излучение, нам необходимо, чтобы между катодом и анодом существовало достаточно высокое напряжение. То есть здесь напряжение прикладывается порядка 100 киловольт. Ну, в зависимости от того, какая это рентгеновская трубка, где она применяется, ну, где-то от 20 киловольт минимальная до 150 киловольт. То есть электроны у нас должны ускоряться, и при ускорении они приобретают кинетическую энергию. Дальше происходит их взаимодействие с рабочим веществом анода. И рабочая часть анода должна быть выполнена из тугоплавкого металла. И чаще всего все-таки используют металлы с высоким порядковым номером. Тоже попозже разберемся, почему с высоким порядковым номером. Ну, здесь у нас показано, что могут использоваться вольфрам, платина, золото. Основная часть анода выполняется из меди, из металла с хорошо теплопроводящими свойствами. То есть это вот что касается строения рентгеновской трубки. Ну и можно записать, что это электровакуумный баллон, который содержит два электрода, катод и анод. Ну и что касается требований к аноду, я уже сказала, что это он выполнен из хорошо теплопроводящего металла, рабочая часть из тугоплавкого металла. Кроме того, у нас поверхность анода скошена под углом 45 градусов для того, чтобы рентгеновские лучи выходили из рентгеновской трубки. И кроме того, рабочая часть анода должна быть зеркальной для отражения рентгеновских лучей. Ну и еще можно добавить, что анод у нас может иметь систему охлаждения. Это воздушная система охлаждения, водяная система охлаждения и также масляная система охлаждения. Здесь у нас показана одна из первых рентгеновских трубок. Это трубка Крукса. Вот отличие от той рентгеновской трубки, которую мы сейчас рассмотрели, то, что здесь был холодный катод и электроны, которые участвовали в создании рентгеновского излучения, у нас образовывались за счет ионизации оставшегося воздуха внутри данной трубки. Современные рентгеновские трубки имеют подогреваемый катод, но это вот те первые рентгеновские трубки, которые первоначально использовались и использовались также рентгеном. Здесь показаны уже современные рентгеновские трубки, то есть имеется у нас здесь анод и также катод с нитью накала. Ну, еще один вид рентгеновской трубки также здесь показан. Что касается механизма получения рентгеновских лучей. То есть в данном случае у нас, как мы выяснили, происходит термоэлектронная эмиссия, подогревается катод, электроны спускаются к катоду. Между катодом и анодом прикладывается достаточно большая разность потенциалов, вследствие этого электроны ускоряются, при этом приобретают кинетическую энергию. Первоначально они приобретают потенциальную энергию, затем она переходит в кинетическую. Электроны при своем движении сталкиваются с рабочим веществом анода. И вот когда происходит столкновение, естественно, у нас электроны уменьшают свою скорость, их скорость уменьшается,
И мы знаем, что так как у нас электроны двигаются, то в данном случае мы, в принципе, имеем дело с направленным потоком заряженных частиц, то есть с электрическим током. И в данном случае это будет убывающий электрический ток. Убывающий электрический ток, переменный электрический ток – это источник переменного магнитного поля по теории Максвелла. Вспоминаем. Ну, вообще любой ток – это источник магнитного поля, но так как у нас здесь переменные, электрическое поле, оно приводит к появлению переменного магнитного поля. И по теории Максвелла переменное магнитное поле приводит к появлению переменного электрического поля. То есть в данном случае у нас будет возникать совокупность переменных электрических и магнитных полей, которые будут взаимосвязаны и взаимно друг друга порождать. То есть мы в данном случае приходим к появлению электромагнитной волны. И эту электромагнитную волну как раз и назвали рентгеновским излучением. Также у нас здесь показана система охлаждения анода, то есть водяная система охлаждения. Это связано с тем, что анод будет нагреваться достаточно хорошо, и для того, чтобы все-таки у нас анод очень долгое время существовал, необходимо его охлаждать, чтобы он не разрушался раньше времени. Ну и вот можно более подробно записать, что происходит в рентгеновской трубке, что приводит к появлению электромагнитного излучения, рентгеновского излучения. То есть первоначально у нас происходит излучение катодом электронов, термоэлектронная эмиссия. Ну и далее у нас происходит ускорение электронов первоначально, затем их торможение при внедрении в рабочую часть анода. И далее, так как у нас есть движение заряженных частиц, это будет электрический ток. Этот электрический ток у нас убывающий, возникает магнитное поле. Ну и убывающее магнитное поле приводит к появлению переменного электрического поля, а совокупность этих полей у нас будет являться как раз электромагнитной волной. То есть вследствие того, что у нас происходит торможение электронов, появляется переменное магнитное поле, и далее уже возникает электромагнитная волна. Как пример можно посмотреть вообще, вот, какие ситуации возможны в зависимости от того, как перемещается электрон. То есть если у нас электрон покоится, то скорость его будет постоянной, понятно, и в данном случае возникает электростатическое поле. Если у нас электрон будет двигаться с постоянной скоростью, естественно, мы получаем постоянный ток и постоянное магнитное поле, то есть в данном случае электромагнитной волны уже у нас возникать не будет. Ну, а в том случае, если у нас скорость электрона не постоянная, то есть электрон при внедрении в анод у нас взаимодействует с атомами анода, то есть происходит и торможение вследствие того, что электроны, которые находятся на орбиталях атома, будут действовать на электрон с силой отталкивания. Также будет присутствовать и сила притяжения к ядру. Ну, в данном случае у нас происходит торможение электронов, возникает переменный ток. Любой ток – это источник переменного, любой ток – источник магнитного поля. В данном случае это будет переменное магнитное поле. И переменное магнитное поле по теории Макса приводит к появлению переменного электрического поля. В итоге мы получаем электромагнитную волну. То есть таким образом мы приходим к появлению электромагнитной волны за счет того, что происходит торможение электронов. При генерации рентгеновских лучей у нас также выполняется закон сохранения энергии. Первоначально электрон приобретает потенциальную энергию. Потенциальная энергия у нас равна произведению заряда электрона на напряжение между анодом и катодом. Далее при ускорении эта потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию электрона. И здесь у нас кинетическая энергия находится как произведение массы электрона на скорость электрона в квадрате, ну и разделить на 2. При торможении кинетическая энергия электрона при взаимодействии с атомами анода
преобразуется в энергию рентгеновского кванта. И энергия рентгеновского кванта у нас определяется как постоянная планка умножить на частоту рентгеновского кванта. Исходя из данной формулы, можно сделать вывод, что чем больше будет напряжение между анодом и катодом, тем больше будет частота рентгеновского излучения, ну а длина волны, соответственно, будет меньше, потому что частота и длина волны у нас обратно зависимы. Следующий вопрос у нас касается сплошного спектра рентгеновского излучения. И вот на данном слайде у нас показана зависимость интенсивности рентгеновского излучения. Тот же самый вид будет иметь зависимость потока рентгеновского излучения длины волны. То есть мы видим, что у нас спектр будет сплошным, и он начинается от минимального какого-то значения длины волны, и далее уже присутствуют многие длины волн в данном спектре. То есть у нас спектр рентгеновского излучения непрерывно распределен по всем длинам волн, начиная от коротковолновой границы спектра лямбда минимальная. Ну и в зависимости от напряжения мы видим, что коротковолновая граница спектра будет иметь разные значения. Но дело в том, что мы с вами рассмотрели закон сохранения энергии. Согласно закону сохранения энергии у нас при определенном значении напряжения частота рентгеновского излучения должна быть строго определена, и длина волны должна быть строго определена. В данном случае тогда сплошного спектра мы не должны наблюдать. То есть здесь у нас вот возникает противоречие. Почему наряду с тем, что закон сохранения энергии выполняется, у нас наблюдается сплошной спектр. Дело в том, что у нас торможение электронов имеет случайный характер. То есть степень торможения будет различной. Кроме того, мы уже говорили, что рентгеновская трубка будет нагреваться. Поэтому часть энергии у нас будет преобразовываться в тепловую энергию. И в том случае, когда у нас часть энергии преобразуется в тепловую энергию, те фотоны, которые не соответствуют коротковолновой границе спектра, они будут у нас определять как раз, то есть в том случае, когда у нас будут наблюдаться тепловые потери, у нас будет возникать рентгеновское излучение, длина волны, которая больше коротковолновой границы спектра. Ну а частота, соответственно, будет наоборот меньше. Вот этим как раз определяется коротковолновая граница спектра. То есть в данном случае у нас будет наблюдаться сплошной спектр, и тепловые потери как раз будут определять тот факт, что у нас спектр излучения будет сплошным. Коротковолновая граница спектра будет наблюдаться только в том случае, когда у нас вся энергия электрона преобразуется в энергию рентгеновского кванта. Следующий вопрос – это поток рентгеновского излучения. Поток рентгеновского излучения определяется следующей формулой. Это есть коэффициент пропорциональности 10 минус 9 вольт минус 1 степени умножить на силу тока рентгеновской трубки, умножить на напряжение между анодом и катодом в квадрате и умножить на порядковый номер рабочего вещества анода. Ну, давайте посмотрим на графике, как у нас изменяется поток в зависимости от того, какая характеристика рентгеновской трубки изменяется. То есть если у нас изменяется порядковый номер рабочего вещества анода, мы видим, что поток будет увеличиваться. Почему происходит увеличение потока? Потому что взаимодействие будет более сильным. То есть чем больше у нас порядковый номер, тем больше количество электронов на орбитах данного атома, тем сильнее будет взаимодействие. То есть при одной и той же величине напряжения у нас при увеличении порядкового номера будет наблюдаться
увеличение потока для атомов с большим порядком номера. Если у нас увеличивается напряжение, то тоже поток будет увеличиваться, но и также изменяется коротковолновая граница спектра. То есть в данном случае у нас будет происходить смещение коротковолновой границы спектра в сторону меньших длин волн при увеличении напряжения. Ну и поток также увеличивается при увеличении напряжения. С чем это связано? Это связано с тем, что при увеличении потока, при увеличении напряжения у нас будет наблюдаться увеличение энергии электронов, и электроны в большем количестве будут достигать анода. Ну и также энергии будет больше, взаимодействие будет более сильным. Ну и кроме того, также у нас поток рентгеновского излучения зависит от силы тока, ну или же от температуры катода. Чем больше будет сила тока, тем больше будет температура нити накала катода, и, соответственно, большее количество электронов будет испускаться катодом. Вследствие этого большее количество фотонов рентгеновского излучения будет получено. То есть у нас увеличивается сила тока, увеличивается температура. Поток будет также увеличиваться, но коротковолновая граница спектра будет постоянной, потому что она у нас зависит только от напряжения. То есть график будет иметь вид вот такой же, как и для случая, когда у нас увеличивается порядковый номер рабочего вещества анода. Ну, естественно, там будет зависимость также от силы тока, но вот форма графика будет подобной. Это что касается зависимости потока рентгеновского излучения от характеристик рентгеновской трубки. Следующий вопрос – это коротковолновая граница спектра. Коротковолновая граница спектра у нас может быть найдена из закона сохранения энергии. То есть если вы посмотрите на закон сохранения энергии, у нас там есть потенциальная энергия и также энергия фотона. Энергия фотона у нас может быть расписана как H умножить на частоту рентгеновского кванта, ну или же частоту мы можем определить через длину волны, то есть c, деленное на лямбда. Учитывая тот факт, что у нас постоянная планка, величина, которая не изменяется, скорость света также не изменяется и заряд электрона не изменяется, можно записать вот такую вот формулу для коротковолновой границы спектра. Лямбда минимальная равно 12,3 разделить на напряжение между анодом и катодом. В данном случае коротковолновую границу спектра мы будем получать в ангстремах, то есть 10 минус 10 степени метра. Напряжение в данном случае мы подставляем в киловольтах. Ну и исходя из этого можно сделать вывод, что коротковолновая граница спектра у нас зависит только от напряжения между анодом и катодом. Частота рентгеновского излучения, длина волны рентгеновского излучения будет определяться только напряжением. Следующий вопрос – это характеристическое рентгеновское излучение. То есть мы с вами разобрали то, что касается тормозного рентгеновского излучения. И характеристическое рентгеновское излучение будет наблюдаться в том случае, если у нас энергия электронов рентгеновской трубки будет еще больше. Но это как раз возможно достичь при увеличении напряжения, например, между анодом и катодом. Тогда энергия фотонов рентгеновского излучения будет больше, и также будет энергия увеличиваться электронов. То есть электроны приобретают большую энергию, с большей энергией они внедряются в рабочее вещество анода, и при этом происходит выбивание электронов из внутренних слоев. На освободившиеся места переходят электроны с вышележащих энергетических уровней, и мы наблюдаем отдельные спектральные линии, так как у нас та энергия, которая высвобождается, она будет излучаться в виде рентгеновских квантов характеристического излучения. У нас здесь показано излучение характеристического рентгеновского спектра. Он имеет линейчатый спектр,
То есть мы будем в данном случае иметь линейчатый спектр на фоне тормозного рентгеновского излучения. Также можно посмотреть как пример характеристический спектр для анода, рабочая часть которого представлена родием. Ну и мы видим, что отдельные спектральные линии будут присутствовать на фоне сплошного спектра, который соответствует тормозному рентгеновскому излучению. Здесь у нас рентгеновская трубка работает на напряжении, равное 60 киловольт. Ну и можно также посмотреть на механизм возникновения рентгеновского излучения. То есть у нас существует электрон, который двигается с очень высокой скоростью. Он внедряется в атом рабочего вещества анода. При этом происходит выбивание электрона с внутреннего слоя. И на освободившееся место у нас переходит электрон с выше лежащего энергетического уровня. При этом освобождается энергия в виде фотона рентгеновского излучения. То есть в этом заключается механизм возникновения рентгеновского излучения. Ну и характеристическое излучение спектральной линии характеристического излучения будет состоять из серии К, Л, М, N и так далее, ну, в зависимости от того, между какими орбиталями происходят квантовые переходы. То же самое здесь можно посмотреть на слайде. То есть видим, что происходят квантовые переходы, и квантовые переходы соответствуют определенным орбиталям. Здесь у нас показаны спектральные линии для различных веществ в зависимости от того, материала, какой атом в данном случае у нас применяется в качестве материала анода. Мы видим, что спектральные линии будут отличаться. Для каждого атома у нас будут наблюдаться определенные спектральные линии. Это связано с тем, что у нас все-таки энергия различных орбиталей будет отличаться, поэтому для каждого атома будет присутствовать определенные спектральные линии, поэтому данное излучение называется характеристическим. То есть оно характеризует именно тот атом, который является источником данного излучения. И независимо от того, в каком соединении находится данный атом, характеристический спектр его всегда будет определенным, неизменным. То есть тот же самый водород находится он в атомарном состоянии, в молекулярном состоянии, либо находится в соединении с водой, его характеристический спектр всегда будет один и тот же. Теперь следующий вопрос разбираем. Это взаимодействие рентгеновского излучения с атомом вещества. И на взаимодействии у нас основано также применение рентгеновского излучения, а точнее ограничение его применения. Первый вид взаимодействия – это когерентное рассеивание рентгеновского излучения. В данном случае у нас рентгеновское излучение имеет энергию меньше энергии ионизации данного атома. И при взаимодействии фотона рентгеновского излучения с данным атомом у нас происходит только отклонение рентгеновского излучения от первоначального направления. Энергия, частота, длина волны рассеянного рентгеновского излучения будет такая же, как и падающая. То есть здесь происходит только отклонение от первоначального направления. Ионизация вещества не происходит, но и биологической активностью в данном случае у нас рентгеновское излучение обладать тоже не будет. Но нужно учитывать данный вид рассеивания при создании защиты от рентгеновского излучения. Ну и в данном случае мы видим, что будет прошедший поток наблюдаться и будет наблюдаться также рассеянный поток. Второй вид рентгеновского излучения – это некогерентное рассеивание, либо эффект Камптона. В данном случае у нас уже рентгеновское излучение имеет достаточно высокую энергию, намного больше, чем энергию ионизации. Поэтому при взаимодействии с атомом происходит выбивание электрона, то есть часть энергии идет на выбивание электрона,
Ну и оставшаяся часть идет на создание вторичного фотона рентгеновского излучения. То есть это будет рассеянный вторичный фотон, который может иметь тоже достаточно высокую энергию и может приводить в дальнейшем также к ионизации вещества. Кроме того, также у нас а, ионизация вещества может возникать под действием электрона отдачи, того электрона, который выбивается из атома. Ну и вообще можно сказать, что вот, что касается взаимодействия рентгеновского излучения с веществом, то здесь вот те вот явления, которые мы рассматриваем, они первичные. На самом деле взаимодействие рентгеновского излучения с веществом, оно многогранно, и вот именно вот на тех явлениях, которые мы сейчас рассматриваем, не останавливается. То есть происходит дальнейшая ионизация теми же самыми электронами, которые выбиваются в случае эффекта Камптона, ну и также фотоэффекта, который мы тоже сейчас рассмотрим. Здесь можно посмотреть определение данного явления. Ну и вот что касается фотоэффекта. То есть в случае фотоэффекта у нас энергия рентгеновского излучения будет меньше, чем в случае Камптон-эффекта. То есть она будет больше либо равна энергии ионизации. То есть в данном случае у нас происходит только выбивание электрона, но данный электрон забивает всю энергию рентгеновского излучения и может также вызывать дальнейшую ионизацию вещества. Поэтому рентгеновское излучение обладает достаточно высоким ионизирующим воздействием. Если у нас рентгеновский фотон имеет недостаточную энергию для выбивания электрона, то возможно возбуждение атома вещества, возможно фотохимические реакции. То есть это тоже имеет место в случае воздействия рентгеновского излучения. Ну и вот как раз проходя через ткани организма, проходя через вещество, у нас происходит преобразование энергии рентгеновского излучения в другие виды энергии. И тот поток, который будет выходить из ткани организма, либо из какого-либо вещества, будет определяться законом Богера. Закон Богера у нас говорит о том, что поток излучения, вышедшего из вещества, причем данный закон у нас относится не только к рентгеновскому излучению, но и к другим видам электромагнитного излучения. Так вот, тот поток, который вышел из вещества, будет определяться падающим потоком, F нулевое. Также будет определяться линейным коэффициентом ослабления рентгеновского излучения и толщиной поглощающего слоя X. Линейный коэффициент ослабления в данном случае определяется следующим образом. К – это коэффициент пропорциональности, ρ – это плотность того вещества, которое поглощает рентгеновское излучение, Z – порядковый номер того вещества, которое опять же у нас поглощает рентгеновское излучение, и лямбда – это длина волны рентгеновского излучения, которая падает на данное вещество. Ну, здесь можно как раз посмотреть те обозначения, которые используются в данной формуле. То есть чем больше у нас будет порядковый номер вещества, который поглощает рентгеновское излучение, тем сильнее оно будет поглощать рентгеновские лучи. То есть элементы с более высоким порядковым номером сильнее поглощают рентгеновское излучение. Чем больше будет длина волны, тем, опять же, сильнее будет поглощаться рентгеновское излучение. Ну и как раз мягкое рентгеновское излучение поглощается сильнее, поэтому его используют для терапии новообразований. А вот жесткое излучение, которое меньше задерживается в тканях организма, у него меньшая длина волны, оно поглощается в меньшей степени, поэтому его используют для диагностики. Ну и что касается деления на жесткие и мягкие лучи, то если энергия фотона больше, чем 5-10 килоэлектронвольт, ну, либо длина волны меньше, чем 0,2-0,5
0,1 нанометра, то такое излучение у нас будет считаться жестким. Если энергия фотона будет, соответственно, меньше 50 килоэлектронвольт, то это излучение будет уже считаться мягким. То есть это вот что касается деления на жесткое и мягкое излучение. То есть чем больше будет частота, тем больше, тем более жестким будет являться рентгеновское излучение. Следующий вопрос – это физические основы рентгендиагностики. Ну и мы в начале лекции с вами рассматривали вопросы, которые касаются свойств рентгеновского излучения. Вот как раз можно сказать, что некоторые свойства лежат в основе рентгендиагностики. Это что касается то, что рентгеновские лучи у нас насквозь пронизывают ткани организма, то, что у нас происходит поглощение рентгеновских лучей в зависимости от состава ткани организма, в зависимости от толщины. Это как раз также у нас относится к закону Богера, который мы сейчас рассмотрели. Кроме того, также нам необходимо зарегистрировать рентгеновское излучение, которое прошло через ткани организма. И у нас для этого используют такие свойства, как засвечивание фотоэмульсии, фотохимическое действие рентгеновского излучения. Кроме того, также у нас используются свойства рентгеновских лучей вызывать люминесценцию ряда веществ. Ну, в настоящее время, конечно, у нас также используются современные способы регистрации. Это цифровые методы регистрации, цифровые датчики, которые позволяют также регистрировать рентгеновское излучение. Ну, что касается способности ткани организма по-разному поглощать рентгеновские лучи, у нас здесь показаны сравнительные значения коэффициента поглощения в зависимости от порядкового номера. То есть, если мы сравниваем степень поглощения железа и лития, то мы видим, что литий в 650 раз слабее будет поглощать рентгеновские лучи, в отличие от железа. Ну, то есть в данном случае мы только сравниваем порядковые номеры данных веществ. Ну и третьей степени мы, естественно, берем, потому что линейный коэффициент поглощения у нас учитывает третью степень порядкового номера. Можно также посмотреть, какое отличие коэффициента поглощения для костной ткани и мягкой ткани. Но так как у нас мягкая ткань содержит достаточно большое количество воды, то в данном случае у нас берется для сравнения формула воды, ну и формула также костной ткани. Учитывая порядковый номер, учитывая количество атомов формулы, мы получаем, что костная ткань в 68 раз сильнее поглощает рентгеновское излучение по сравнению с мягкой тканью. Здесь можно посмотреть схему формирования рентгеновского изображения. И мы видим, что после прохождения рентгеновского излучения через ткани организма, там, где у нас была костная ткань, интенсивность излучения будет меньше, ну, там, где легкие, интенсивность больше, но если есть какое-то включение, то, соответственно, интенсивность тоже будет иметь меньшее значение. То есть поток у нас подается первоначально одинаковой интенсивности, проходя через ткани организма, интенсивность потока рентгеновского излучения будет изменяться. И, соответственно, детектор, либо экран, либо пленка будет фиксировать уже измененную интенсивность рентгеновского излучения. Ну и далее врач уже рассматривает полученную информацию, делает диагноз. Виды рентгендиагностики. Первоначально у нас показана рентгеноскопия. То есть здесь у нас изображение получают на светящемся экране. Сейчас данный вид обследования вот в первоначальном виде все-таки используется реже, потому что необходимо, чтобы врач и пациент находились в одном помещении, то есть здесь и лучевая нагрузка на врача также будет наблюдаться. Плюс данного метода то, что мы можем посмотреть все-таки работу органа и
Кроме того, возможно рассмотрение с разных сторон, то есть вращение объекта. Но минус — это все-таки достаточно большая лучевая нагрузка. Здесь показан у нас аппарат, который используется в случае рентгеноскопии. Ну, вот рентгеноскопия все-таки сейчас заменяет рентгенотелевизионным просвечиванием, когда врач находится уже у компьютера, у экрана компьютера, и изображение получает на экране компьютера. То есть в данном случае у нас рентгеновское излучение преобразуется, ну, первоначально усиливается, а затем преобразуется при помощи электронно-оптического преобразователя, и далее подается на монитор компьютера. То есть здесь у нас то же самое показано. Возможно здесь уже сохранить полученное изображение, детально его рассмотреть впоследствии. То есть это уже плюсы данного метода обследования. Ну и если используется все-таки электронный способ регистрации изображения, то лучевая нагрузка у нас уже будет не электронный, а цифровой метод регистрации, то лучевая нагрузка в данном случае будет уже меньше. Следующий вид обследования — это рентгенография, достаточно часто используется. То есть в данном случае мы получаем изображение на фотопленке, на фотопластинке. Характеризуется малой лучевой нагрузкой и достаточно большой четкостью. Ну, а минусы, конечно, мы не можем в динамике посмотреть, не можем посмотреть с какого-то другого ракурса, если, например, пациент уже ушел, нам необходимо произвести повторный снимок. То есть здесь у нас происходит все-таки наложение нескольких тканей, например, поэтому не всегда мы получаем полную информацию в ходе данного обследования. Ну, здесь еще у нас показаны рентгенограммы. И здесь показан у нас рентгеновский аппарат с дистанционным управлением. То есть врач у нас находится за стеклом и наблюдает за проведением процедуры. Следующий у нас вопрос отдельно можно выделить. Это будет интересно студентам стоматологического факультета. Это ортопатонограмма. В данном случае получает рентгеновский снимок сразу верхней и нижней челюсти, и при этом происходит вращение рентгеновской трубки и также детектора, который находится с другой стороны. При этом формируется цифровой снимок. То есть здесь лучевая нагрузка опять же будет ниже, чем в случае пленочного метода обследования. Ну и здесь она будет составлять 10-40 микрозиверт. Следующий вид обследования — это рентгеновская томография, либо компьютерная томография. То же самое. В данном случае, естественно, лучевая нагрузка будет выше, но мы получаем изображение в трехмерном пространстве за счет того, что происходит, во-первых, получение изображения с различных сторон. То есть здесь, вот как показано у нас, происходит вращение и рентгеновской трубки, и также датчика, который фиксирует потоки рентгеновского излучения, прошедшего сквозь ткани организма. Далее, после того, как у нас произошла регистрация потоков, эти потоки обрабатываются компьютерной программой, и компьютер уже создает изображение в различных плоскостях, и послойное изображение в данном случае мы можем получить. Здесь у нас показаны ученые, которые как раз изобрели компьютерную томографию, и в 1979 году им была присуждена Нобелевская премия. Ну, еще можно посмотреть также спиралеобразную компьютерную томографию. То есть здесь у нас происходит вращение рентгеновской трубки и датчика
по кругу, а вот человек перемещается на столе, поэтому обучение происходит по спирали. Ну, и можно посмотреть примеры полученных томографий, компьютерных томографий. Ну и как в случае рентгеноскопии, так же и в случае компьютерной томографии у нас может использоваться контрастное вещество. То есть если у нас ткани организма в одинаковой степени поглощают рентгеновское излучение, то мы используем контрастное вещество. Может использоваться сульфат бария, может использоваться также вещество, содержащее йод. Здесь можно посмотреть компьютерную томографию головного мозга, послойную, то есть от основания черепа до макушки можно посмотреть. То есть послойное изображение нам дает компьютер после обработки информации, полученной от компьютерного томографа. И здесь у нас показана КТ-ангиография, то есть вводится йодосодержащее вещество в ткани организма, и уже будет наблюдаться изображение сосудов контрастным образом, и мы можем уже оценить состояние сосудов. Также у нас рентгеновское излучение используется для терапии новообразований, потому что рентгеновское излучение у нас характеризуется биологически активным действием, и рентгеновское излучение будет вызывать повреждение ДНК, повреждение клеток, также присутствует радиолиз воды, то есть это будет приводить к тому, что как раз раковые клетки, которые мало дифференцированные и быстро размножающие, они в большей степени будут поглощать рентгеновское излучение, ну, либо другое ионизирующее излучение. Поэтому рентгеновское излучение используют для терапии новообразований. Ну, мы знаем, что у нас поглощение рентгеновских лучей происходит в зависимости от длины волны. То есть длинноволновое излучение, оно будет поглощаться в большей степени, поэтому мы используем мягкое излучение для терапии новообразования. Поглощение в большей степени и воздействие будет более сильным. Защита от рентгеновского излучения. Защита у нас будет определяться также законом Бугера. То есть мы знаем, что поток рентгеновского излучения будет уменьшаться при увеличении линейного коэффициента поглощения и при увеличении также толщины поглощающего слоя. То есть чем больше будет толщина поглощающего слоя, тем сильнее будет поглощаться рентгеновское излучение данным веществом. Это первое, что мы можем учитывать. Второе – это тот факт, что у нас металлы с более высоким порядковым номером будут поглощать, опять же, излучение в большей степени. То есть мы можем увеличить линейный коэффициент поглощения, увеличивая порядковый номер того вещества, который поглощает рентгеновские лучи. Ну, здесь у нас показано применение в случае защиты от рентгеновского излучения свинца, то есть свинцовый фартук у нас здесь используется. То есть свинец имеет достаточно высокий порядковый номер, можно посмотреть у нас в таблице Менделеева, это элемент под номером 82. Ну, естественно, у нас свинцом не заканчивается таблица Менделеева, но дело в том, что все остальные элементы являются радиоактивными, и мы их не можем уже использовать для создания защиты от рентгеновского излучения. А свинец – это последний стабильный изотоп таблицы Менделеева, поэтому мы его используем для защиты. Причем мы его можем использовать для защиты как в чистом виде, также можем использовать соли свинца для того, чтобы создать свинцовые фартуки. Также можем использовать соли свинца в качестве добавления в стекло в рентгеновском кабинете, для того, чтобы у нас врач мог наблюдать за пациентом
То есть такая вот защита в данном случае возможна. Ну и здесь у нас показано, каково возможное использование какой толщины свинца в зависимости от того, какая энергия рентгеновского излучения используется. И последний вопрос – это рентгеноструктурный анализ биологических объектов. Мы можем произвести оценку строения веществ в зависимости от того, как рентгеновские лучи проходят через данные вещества, через их кристаллическую решетку. То есть при помощи рентгеноструктурного анализа у нас происходит оценка размеров атомов, можно оценить тип химических связей, также можно произвести оценку солей, металлов, также полупроводников. Оценку мы производим при помощи рентгеновского излучения. И также биологические вещества мы тоже можем изучить при помощи рентгеновского излучения, их строения. То есть белки, нуклеиновые кислоты мы также изучаем при помощи рентгеновского излучения, при помощи дифракции рентгеновских лучей на различных структурах. Дифракция возможна в связи с тем, что у нас рентгеновское излучение имеет достаточно маленькую длину волны, то есть от 10⁻⁵ до 100 нанометров. Если мы говорим про кристаллические структуры, то здесь у нас размеры соответствуют 1 ангстрему, или 0,1 нанометра. Поэтому рентгеновские лучи будут в данном случае испытывать дифракцию, то есть огибать эти препятствия. В зависимости от того, как происходит дифракция, у нас будет наблюдаться максимум и минимум дифракции, и в данном случае мы будем наблюдать дифракционную картину. Здесь показано, что у нас проходит рентгеновский луч через кристалл, и в зависимости от строения кристалла будет на фотопленке, например, наблюдаться определенная картина, где будет наблюдаться максимум рентгеновского излучения. В зависимости от того, какая картина здесь будет наблюдаться, например, здесь у нас показано для поваренной соли, можно сделать вывод о том, каково строение данного кристалла, данного вещества. И данное как раз у нас исследование достаточно часто применяется для того, чтобы выяснить структуру. Ну, здесь у нас показан рентгеноструктурный анализ волокон ДНК. Это вот что касается применения рентгеновского излучения в медицине, сущности рентгеновского излучения. То есть мы выяснили, что такое рентгеновское излучение, как его можно получить. Также выяснили, как действует рентгеновское излучение на вещество, на ткани организма и как возможно применение рентгеновского излучения. То есть мы все-таки применяем ограниченное рентгеновское излучение, потому что рентгеновское излучение у нас обладает ионизирующим воздействием, биологически активным действием. На этом все. Заканчиваем лекцию. Благодарю за внимание и до свидания.